Привет-привет, дорогие любители рукоделия! И добро пожаловать в увлекательный мир вязания. Меня зовут Надя, и вы на моем канале. Сегодня вас ждет увлекательный мастер-класс по созданию воздушной шапки крючком, практически целиком из воздушных петель. Данная уникальная техника вязания придает шапке идеальную форму, идеальную эластичность, а само вязаное полотно напоминает резинку 1 на 1, резинку спицами. Забудьте о вывязывании макушки. Я покажу вам, как создать эту стильную шапку, используя простое прямое полотно. Кроме того, вы узнаете секрет идеального шва, который не видно ни с лицевой, ни с изнаночной стороны, и который не прощупывается даже пальцами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и давайте начинать вязание. Для вязания мне потребуется у меня вот такой моток бобинной пряжи, бывшую в употреблении пряжи. Я кое-что распустила. Точных характеристик этой пряжи у меня нет, но я посчитала приблизительно 100 грамм этой пряжи 330 метров. Вот такая ее плотность. Также мне потребуется один моточек мохеровой пряжи. Его характеристики будут на экране. Мохер я беру для пушистости, для какой-то воздушности, ну и, конечно же, для тепла. Вот этой пряжи мне потребуется грамм 70, а мохеровой пряжи где-то приблизительно грамм 45. Вот такой кусочек остался у меня от одного мотка. Моток был 50 грамм. То есть итого на эту шапку у меня ушло примерно 120 грамм пряжи. Крючок я возьму номер 6. У меня это Lantern Moon от Knit Pro. Для шапки я связала образец. Здесь 20 соединительных петель в образце. Делаю замер и получаю, наверное, 13,7 сантиметров. Это 20 петель. Отсюда делаю пропорцию 13,7 сантиметров. Это 20 петель. Мне нужно 40 сантиметров. Это длина шапки от макушки до открытого края. У нее будет 2 отворота. Это X петель. Составляю пропорцию, получаю 58 петель нужно набрать. Дальше беру контрастную нить, я ее удалю в конце вязания и набираю этой ниткой 58 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Петли набраны. Напоминаю, что вначале я никогда не делаю никаких узелочков. Здесь вот последнее звено, это тоже петля. Итак, 58 петель набрала. Дальше беру основную нитку. И начинаю вязать основной ниткой. Это будет первый ряд. Итак, делаю воздушную петлю подъема на первый ряд. Дальше вкалываю крючок во второе звено от крючка в дальнюю тушку, подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. В следующее звено вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку и делаю вторую соединительную петлю. Работаю с соединительными петлями за дальнюю тушку. Фактически соединительная петля вяжется точно так же, как и воздушная, и представляет из себя воздушную петлю, только цепляет, видите, петлю предыдущего ряда. В данном случае у меня она цепляет дальнюю тушку. То есть, если вы умеете вязать воздушные петли крючком, то эту шапку вы 100% свяжете. Работаю соединительными петлями до конца ряда. Их будет тоже 58. 57 и 58. Для контроля себя можно пересчитать бежевые косички. Их должно быть 58. Второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю тушку вкалываю крючок и вяжу опять соединительными столбиками. Раз, два, три, 4,
5, 6. До конца ряда. Макушки в этой шапке не будет, то есть не надо оформлять никакую макушку. Вся шапка вяжется одним единым полотном. И каждый последующий ряд вяжется точно так же, как второй. То есть воздушная петля подъема, поворот и соединительные столбики за дальнюю тушку. 57 и 58 приходится в последнее бежевое звено. 58. Третий ряд снова воздушная петля подъема, поворот, и, как я уже сказала, он вяжется точно так же, как второй. За дальнюю тушку работаю соединительными столбиками до конца ряда. В каждом ряду их будет 58. Пятьдесят семь и 58. Вот смотрите, последняя петля, где она? Она немножко вот так вот прячется. Так. Вкалываю в нее крючок и провязываю 58 петлю. По краю остается вот такая вот шишечка, да, видите? В нее вкалывать крючок уже не надо. Все, ряд готов. И вяжу такими рядами на нужную высоту. Воздушная петля подъема, поворот. За дальнюю тушку работаю соединительными петлями. Вязать надо свободно, рыхло, чтобы полотно было таким воздушным и объемным. Я напоминаю, что у меня будет двойной отворот, поэтому плотная вязка и плотное полотно здесь совершенно не нужно. Здесь нужна именно такая воздушная, легкая, даже я бы сказала, сетчатая поверхность. Провязала я несколько рядов в высоту этой пряжи. Давайте замерим, что получается. Ну, где-то 40,5. Ну, в принципе, совершенно небольшая погрешность. Так что вот, используйте этот метод пропорций, когда вам нужно рассчитать ваш размер, количество петель из вашей пряжи. Провязала я в высоту это полотно. Смотрите, какое оно получается. Прекрасно тянется и прекрасно возвращается в свое первоначальное состояние. Это очень пружинистая получается резинка. Она совсем не рыхлая, она довольно плотная. И вот эта шапка будет шапка с отворотом. То есть это будет еще более теплая шапка, чем вот просто вот это одно полотно. Очень теплое и, мне кажется, очень удобное. В высоту, то есть от наборного края, здесь будет не умещаться все в экран, я провязала, не растягиваю, получается тоже где-то 41 сантиметр, может быть 40, да? Получается такой квадрат. Я рекомендую не ориентироваться на сантиметры, я рекомендую ориентироваться на свою голову. То есть берете вот это полотно, прикладываете к голове, вот так вот, смыкая руками края. Если вам нормально, если вам не туго, то все нормально. Единственное, что я рекомендую пересчитать вот по краю вот эти вот краевые косички, пимпочки. У меня их 49. Самую первую, которая сделана наборным краем, я не считаю. Я сейчас сошью этот ряд, и у меня образуется самая первая пимпочка, она будет 50. То есть мне нужно 50 вот этих вот краевых пимпочек. То есть это 50 пар рядов. Но если получается даже другое число, нечетное, допустим, то все равно ничего страшного. Еще одно небольшое уточнение. Я заканчиваю вязать. Смотрите, хвостик у меня лежит слева, а рабочая нитка, вот она справа. То есть нужно закончить вязание в таком ряду, который будет, то есть нити должны быть на разных сторонах. Рабочая нитка справа, хвостик слева. Как только я сошью это изделие, сшивать я буду вот этой рабочей ниткой, эти две нити придут в одну точку. И это считается правильно. Так и нужно, так удобнее делать, да, потому что если у вас будет одна нить здесь и вторая нить здесь, то тогда, во-первых, шов не получится, и, во-вторых, они у вас разойдутся после сшивания, и придется прятать как-то там по-другому эти хвостики, да. Здесь вот дальше последний ряд провяжу красной ниткой. Контрастная нить здесь будет подсказкой того, как надо сшить это изделие. Вставляю крючок в последнюю петлю, беру контрастную нить и вяжу контрастной ниткой точно так же, как я вязала основной нитью. Воздушная петля подъема, вкалываю крючок за дальнюю тушку
и по одной соединительной петле в каждую точку до конца этого ряда. Провязала последний ряд контрастной ниткой до конца. Здесь оставляю от рабочей нити приблизительно 1,2 м и буду сшивать этой ниткой. Беру иголку с толстым ушком для шерсти. У меня это от Knit Pro. Так. И смотрите, как я располагаю изделие. Бирюзовый шов – это тот, который бирюзовая строчка, та, которая закрывала этот ряд, она лежит снизу, дальше от меня. Ближе ко мне лежит наборный ряд. Наборный ряд у меня был фиолетовой ниткой. Итак, беру иголку и вставляю ее вот в последнюю бежевую петлю. Так. Подтягиваю. Теперь перехожу к фиолетовой нити. Я смотрю, как фиолетовая нить проходит в изделии. Вот она цепляет две вот этих вот ниточки. И, соответственно, иголкой я тоже цепляю эти две ниточки. Кому я надоела уже со своим идеальным швом, то напишите об этом в комментариях. И снова подтягиваю, да? Теперь возвращаю иголку на ту сторону, где синяя ниточка. Вот я смотрю, как идет синяя ниточка. Вот сюда она заходит, вот отсюда она выходит. Делаю вот так. Подтягиваю. И вот в эту следующую кромочную, получается, я ее вывожу. И снова все подтягиваю. Так. Теперь на фиолетовый, вот здесь образуется петелька от сшивания. В нее вставляю иголку. Подтягиваю. Да? Здесь можно получше все затянуть. Не такая была рыхлая у меня вязка. Так. И теперь смотрю опять, как проходит фиолетовый. Вот она цепляет две ниточки. И цепляю эти две ниточки опять иголкой. Подтягиваю. И возвращаю опять иголку вот в ту же самую петлю. Эта петля, ну вот она как бы воздушная петля. Вот мы ее пытаемся сымитировать иголкой для того, чтобы шов слился с вязанием. В петлю и в кромочную. В кромочную на синей половине. И в соседнюю кромочную возвращаю. Вот, вернула. И вот она опять, эта петля образуется. Думаю, здесь уже все понятно. Показывала я уже раз 5 этот шов. Надеюсь, что с каждым разом остается все меньше и меньше вопросов. Снова на фиолетовой половине цепляю две ниточки, которые повторяют проходку фиолетовой нити в петлю, в кромочную. В следующую кромочную, в петлю. И цепляю ниточки на фиолетовой половине. В петлю, в кромочную. Так. В следующую кромочную, в петлю. Вот видите, образуется точно такая же коса, как и коса, которая была при вязании. Прям один в один. Никакой разницы в этой косе нет. Две ниточки цепляю. В петлю, в кромочную. В кромочную. В петлю. Две ниточки опять цепляю.
петлю в кромочную, в кромочную, в петлю. Здесь плотность старайтесь соблюдать такую же, которая была привязки, чтобы шов из плотности тоже не выбивался. И вот 2 ниточки цепляю. В петлю в кромочную, в кромочную, в петлю. И цепляю 2 ниточки. Подтягиваю. В петлю в кромочную, в кромочную, в петлю. Работаю такими стежками до конца ряда. Дошиваю последние стежки. Здесь нет макушки в этой шапке, поэтому здесь нет никаких ступенек. Прямое полотно. И, соответственно, шов просто идет по прямому полотну. Так. Количество петель в начале и в конце должно, естественно, сойтись. То есть я набирала 58 петель. И в конце я закрывала тоже 58 петель. Если что-то не сходит, значит просто где-то сделана ошибка. Так. Так. Здесь вот предпоследняя точка. И вот последняя точка, цепляю вот эти ниточки. Нет, погодите, так. В петлю забыла сделать, в петлю, в последнюю точку цепляю ниточки. Так, возвращаю в эту же петлю. Следующем вязании. Все, 2 нити одного цвета, вот бежевые, они пришлись в одну точку. И здесь я их просто связываю на узел. 1 и 2. Все, вязание замкнулось, зациклилось. Дальше удаляю контрастные нитки. Бирюзовые удалится легко в одно движение. Так, практически в одно движение. Так как здесь мохер, она, конечно, будет путаться. Ну, вот так вот, в общем, тяну эту бирюзовую нитку и ее удаляю. Наборная нитка фиолетового цвета так легко не удаляется, ее аккуратно удаляю шаг за шагом. Просто вот цепляю иголкой и вот так вот ее выпутываю. Освобождаю вязание от этой фиолетовой ниточки. Нити я удалила, вот он, вот этот столбик, это был шов. Видите, он абсолютно слился с вязанием, что с одной стороны, что с другой. Давайте вывернем шапку наизнанку, хотя здесь нет изнанки, просто выберите ту сторону, которая вам меньше нравится, они здесь обе одинаковые. И теперь просто стяну вот эту макушку вот так вот. Возьму еще нитку, вставлю в иголку. Если у вас вот здесь длинные кончики, можете использовать их. У меня кончики уже не такие длинные. Беру иголку и цепляю вот эти пимпочки через одну.
Одну цепляю, одну оставляю. Одну цепляю, одну оставляю. Так. Именно поэтому их нужно было четное количество, чтобы сделать через одну. Так. Так, и последнее. Вот сюда. И я подхожу к хвостику, да, и перехожу на второй ряд. Теперь цепляю те, которые я не цепляла. То есть вот сначала с хвостиком. Точно так же через одну получается. Одну цепляю, одну оставляю. Цепляю, оставляю. Пропущенные, то есть цепляю. И также по кругу до хвостика. Все, я дошла до начала. Вот это были. Теперь тяну вот эту вот нитку с иголкой. Вот, все, иголка мне больше не нужна. И теперь смотрите, как я затягиваю. То есть получается, что в каждую пимпочку у меня нитка вставлена. И у меня получается просто два круга, которые нужно затянуть. Тяну за одну нитку, затягивается нижний круг. Тяну за вторую нитку, затягивается верхний. И так постепенно тяну то за одну, то за другую. Потому что здесь макушка очень, ну, как бы получается, широкая, да, и я боюсь оставить отверстие. Поэтому я сделала два ряда вот таких вот за одну, за вторую. Верхний круг затягивается, нижний круг затягивается. Слишком много как бы нитей, вот, чтобы все стянуть в один прием. Делаю узел и добавляю второй узел, два виточка. Раз, два. И в принципе на этом макушка закончена. Если хотите, можете еще раз пройтись, вот опять вставить нитку в иголку и пройтись еще раз по макушке и еще раз ее стянуть. Ну а теперь прячу все эти хвостики. Я возьму крючок поменьше, выбираю какую-нибудь косу, да, вот так вот, и начинаю прятать хвостик вдоль вязаной косички. Эта сторона будет изнаночная, но все равно ниточки спрячутся довольно аккуратно и совершенно не будет заметно, как эти ниточки спрятались. Так вот прячу вдоль косички. Узелков в конце не делаю, просто обрежу ниточку, и этого будет вполне достаточно. И со всеми остальными хвостиками поступаю точно так же. Шапка на этом готова. Вот смотрите, макушка, как она плотно стянулась. Это уже лицевая сторона. Вот видите, на лицевой стороне я решила, что косички должны идти вверх. То есть как вязание спицами. Они на резинке, точнее на отвороте идут вверх, и на самой шапке идут вверх. А если мы посмотрим на изнаночную сторону, вот так вот ее, то косички идут вниз. Вот, в общем, ориентируйтесь на это. Лицевая сторона там, где косички идут вверх. Сделала я глубокий отворот, чтобы было тепло. Очень простая макушка, простая шапка. Смотрите, как она тянется. Оп, тянется и возвращает свою форму. Очень теплая, такая вот толщина здесь, там, где ушки. Здесь ничего не будет продувать. Можно как женскую шапочку, я думаю, можно и как мужскую шапочку. Надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезным. Заранее спасибо за ваши лайки. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Чуть не забыла сказать. Пока-пока.